Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео покажу вам мастер-класс на закладку сердца, великолепного подарка для любимого человека. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Свою закладку я буду вязать из пряжи Лира Vita Cotton. Это 60% хлопка и 40% акрила. Рекомендованный крючок номер 3 у меня 1,5, для того, чтобы изделие было более плотное и аккуратное, не такое дырчатое. Итак, берем основную нить и набираем 6 воздушных петель. Набираем 6 воздушных петель и замыкаем их в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительным столбиком в первую петелечку вводим крючок, замыкаем в кольцо. Далее набираем 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В этом случае 4 петли у нас как столбик с 3 накидами и 2 воздушные петли поворотом. Дальше вяжем. Эти петли подъема уже считается как столбик, еще 15 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3 накида. В середину кольцо вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с 3 накидами. Далее 2 воздушные петли и опять столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. У вас должно получиться с учетом петель подъема 16 столбиков с 3 накидами. Провязываем по кругу. А между ними 2 воздушные петли. Две воздушные петли и соединительный столбик в четвертую петельку. 1, 2, 3, четвертую. Четвертую петельку, соединительный столбик. Вот мы провязали с вами 16 столбиков с 3 накидами. Далее приступаем ко второму ряду. Мы будем вывязывать элементы сердца, да, такие закругленные. Но для того, чтобы их вывязать, нам нужно на 2 петелечки вернуться. Сделаем одну воздушную петлю и вернемся соединительными столбиками на 2 петелечки назад, то есть в центр арки. На 2 петелечки. Вот так. Вернулись. Набираю одну воздушную петлю, чтобы 2 воздушные петли, извините, 2 воздушные петли, поворачиваю вязание. Вот так у нас получается. Мы вернулись, набрали 2 воздушные петли. Теперь также вяжем столбик с 3 накидами. Накидываем ниточку 3 раза на крючок. Эту арочку пропускаем, а вот следующую вот в эту арку. Получается, здесь мы начали, эту пропускаем. Вот в эту арку вяжем также 9 столбиков с 3 накидами, а между ними по 2 воздушные петли. 9 столбиков, 2 воздушные петли, 1, 2, пошли второй столбик. И вяжем таких столбиков 9. Вот я провязала 9 столбиков с 3 накидами в одну арку. Делаем после последнего столбика 2 воздушные петли. Одну арочку пропускаем, а в следующую, в середину арки, делаем соединительный столбик. Вот так. Соединительный столбик, и смотрите, мы сформировали с вами как бы одну сторону, да, выпуклость нашего сердца. Дальше 2 воздушные петли. Также одну арочку пропускаем, а в следующую вяжем 9 столбиков с 3 накидами в одну арку, то есть формируя вторую сторону нашего сердца. Между ними не забываем делать 2 воздушные петли. Провязываем 9 столбиков. Провязали 9 столбиков с 3 накидами. Также одну арку пропускаем, и в следующую мы присоединяем в центр арки соединительным столбиком. Вот такая деталь у нас с вами получилась. Основа сердца у нас заложена. Итак, мы приступаем к вывязыванию третьего ряда. В каждую арку мы сейчас будем вязать столбик с накидом, а между ними 2 воздушные петли. Смотрите, между вот этими основами, да, для нашего сердца у нас осталось 7 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 арочек. Делим пополам, получается 3 с одной стороны, 3 с другой и центральная 4-я арка. Вот в эту арку мы свяжем 3 столбика с накидом, между ними будет
по 2 воздушные петли, это будет как бы край заострения нашего сердца. То есть отделить, чтобы оно у нас было не круглое, а сформируем мы уголочек. Так, делаем 2 воздушные петли подъема и 2 воздушные петли поворота, то есть 4 воздушные петли. Дальше арка, столбик с накидом в арку. Опять 2 воздушные петли, арка, столбик с накидом. Так, это у нас уже пошла вторая арка, да? 2 воздушные петли, третья арка. А в четвертую мы будем вязать 3 столбика с накидом. Также 2 воздушные петли, вот она, четвертая арка. В нее вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли. Опять в эту же арку столбик с накидом, 2 воздушные петли и опять столбик с накидом. То есть 3 столбика в одну арку. Вот так. И тем самым, смотрите, сразу же у нас заострение образовалось. 2 воздушные петли и пошли по кругу до этого момента. В этом моменте у нас будет немножко по-другому вязаться. Сейчас до этого момента провязываем 2 воздушные петли и столбик с накидом в каждую арку. Так, 2 воздушные петли, столбик с накидом в предпоследнюю. А здесь, смотрите, в центре мы вяжем сюда сейчас 2 воздушные петли, полустолбик с накидом, потом столбик без накида прям вот в центр, чтобы у нас закругление было. 2 воздушные петли, в последнюю арочку вяжем полустолбик с накидом, то есть протягиваем через 3. Да? Теперь 2 воздушные петли мы вяжем столбик с накидом прям вот в центр нашего соединения. Опять 2 воздушные петли, полустолбик с накидом в арочку следующую. И дальше пошли также по кругу, как и вязали, по 2 воздушные петли и столбик с накидом в каждую арку, довязывая вот до этого момента. 2 воздушные петли и соединительный столбик во вторую петлю петель, 4 петель подъема, которые мы набирали. Вот так. Вот мы провязали с вами 3-й ряд. Смотрите, наше сердечко уже почти сформировано. Дальше 1 воздушная петля подъема. Теперь в каждую арку мы должны провязать 2 столбика без накида и также 1 столбик вот в эту петлю. То есть сейчас мы вяжем 2 столбика без накида в арку и 1 столбик без накида в петлю. Вот так. То есть такой плотный ряд мы должны провязать по кругу. 2 столбика без накида в арку, 1 столбик в петлю. То есть в столбике с накидом предыдущего ряда мы должны провязать также по столбику без накида. 3, 3, да, то есть каждая арка это 2 столбика и 1 столбик в петлю. И так провязываем по кругу. Плотный ряд. Все, я заканчиваю 4-й ряд, соединительный столбик в первую петелечку подъема. Вот так. Вот смотрите, 4 ряда, наше сердце уже почти готово. Последний заключительный 5-й ряд, он вяжется так. 2 петелечки мы пропускаем, 1, 2, а в третью вяжем 5 столбиков с накидом. 5 столбиков с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков с накидом, они формируют вот такой веер. Опять 2 петли пропускаем, 1, 2, а в третью вяжем столбик без накида. Вот так. И тем самым мы веер прикрепили к нашему основанию. Делаем накид, 2 петли пропускаем, 1, 2, а в третью вяжем 5 столбиков с накидом, формируя второй веер. 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков, 2 петли пропускаем, 1, 2, в третью столбик без накида. Так, смотрите, сейчас у нас идет центральный
да, центральный веер, то есть у основания. Опять делаем накид, 2 петли пропускаем, в третью вяжем столбик с накидом, 5 столбиков в одну петлю. И мы сформировали основание нашего сердца, острие, да, то есть веер должен четко у вас лечь по центру, сердце, 4, 5, 5, опять 2 петли пропускаем, 1, 2, а в третью столбик без накида, и тем самым мы, вот смотрите, вот оно, основание, острие нашего сердечка, такой веерочек. Итак, вяжем по кругу до этого места. Здесь будет немножко другая вязка, то есть провязываем сейчас примерно вот до этого места веерками. Вот я провязала веерками. До центральной петли у меня осталось 4 петельки. 1, 2, 3, 4. И получается пятая, так, 4, да? 1, 2, 3, 4, пятая, она центральная. До нее я свяжу столбиками без накида, а в пятую петлю сделаю просто соединительный столбик, чтобы нам, получается, ну, такое углубление, да, сделать. Так, еще один столбик, а в пятую я вяжу просто соединительный столбик, соединяя, да, еще также 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, и от него пошли уже опять веерочек, то есть 2 петельки пропускаем и в третью вяжем 5 столбиков с накидом. И доходим до нашего основания и соединяем до начала ряда. Все, соединительный столбик в начало ряда, ниточку вытягиваем, обрезаем. Сейчас мы ее заправим. И точно такое же сердечко нам нужно связать второе. Точно такое же второе сердечко. Ниточкой заправляем и вяжем второе сердечко. Все, я связала 2 сердечка. Смотрите, они абсолютно одинаковые. Теперь нам осталось их соединить и придать им форму. Мы складываем сердечки изнанкой к изнанке, да, чтобы лицевая сторона у нас была на лицо сюда к нам. Берем ниточку и сейчас, смотрите, вот от центральной, 1, 2, 3, 3 вправо и 3 влево, то есть 7 веерков мне нужно соединить. Складываем. Можно сшить иголочкой, но я просто соединительными столбиками вот так вот сейчас в каждую петелечку соединительными столбиками соединю. Ну и чтобы как бы рисунок, вот эти веерки у нас не нарушились. Так, вытаскиваем ниточку, затягиваю и в каждую петельку соединительными столбиками я соединяю нашу закладочку, то есть 2 стороны нашей закладки ввожу в одну петлю, с другой стороны и соединяю. Соединяю до 7 веерков, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, то есть до этого места. Ввожу крючок с одной стороны, с другой и соединяю. Таким способом. Вы можете сшить иголочкой. Сильно не затягивайте, чтобы веер как бы оставался веерком, да, чтобы так ничего, рисуночек наш не нарушался. Все, я соединила все 7 веерков, ниточку обрезаю. Все, наша закладка готова. Сейчас я нить заправлю и надо будет придать ей форму. Ну, примерно вот так. Так, дальнейшие действия какие наши? Так, все, крючок убираем. Все, закладочка наша готова. Далее я взяла 2 листа А4 и сложила их вот так, для того, чтобы нам сформировать прямой угол. Если у вас есть, например, жесткий картон, можно им воспользоваться. Теперь на этот прямой угол мы должны придать форму нашей закладки. То есть вот так, чтобы потом на книгу она хорошо ложилась. То есть точно в угол я вставляю
натягиваю. Можно закрепить это иголочками. Например, сформировать центр, да. Так, сейчас я остренькую иголочку найду. Так вот, проткнуть с этой стороны, прям насквозь, вот так. И хорошо закрепить нашу закладку. Примерно одинаково, чтобы у вас с лицевой и с изнаночной стороны все выглядело. Проверяйте, да, если вы середину одного лепесточка оттянули, например, вот сюда я оттянула, да, то сюда же я должна одеть и центр вот этого лепестка, чтобы они как бы симметрично все смотрелось. Так, аккуратно с иголочками. Придавайте форму, как вам нравится. То есть натягивайте. Упс. Вот так. Здесь сейчас немножечко оттянем. Чтобы у нас больше круглая была закладка, да, чем острая. Вот так. Видите, как я уже растянула с левой стороны и также растягиваю с правой. Тогда все вязание у нас хорошо расправится и будет красивое. Так придаю форму. Все, я растянула свою закладочку. Вот так она выглядит с изнаночной и с лицевой стороны. С двух сторон примерно одинаковая. Развела клей ПВА в водичке. Как я это делаю, это мой самый лучший вариант придания формы вязаному изделию. Как я это делаю, смотрите в описании к этому видео, оставлю ссылку, есть у меня отдельное видео. И теперь все наше вязаное изделие этим раствором нужно пропитать. Пропитываем раствором все изделие с двух сторон и оставляем до полного высыхания, ну, часов на 5. Если вы делаете вечером, лучше оставить на ночь, чтобы реально, действительно ваше изделие полностью высохло, и у вас будет жесткая такая хорошая закладочка, держащая форму. Хорошо пропитываем наше изделие. Все, закладка высохла. Сейчас я выну аккуратненько все иголочки и посмотрим, что же у нас получилось. Так. Все, вынимаем. Она может немножко прилипнуть к листочку. Немножко пошевелим, так как все-таки это был клей. Все, смотрите, какая она аккуратненькая закладочка. Теперь можно взять любую книгу и попробовать примерить. Вот так симпатично она смотрится на уголочке книги. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!